дамы и господа, рад приветствовать вас на своем канале. Привет и новичкам, кто зашел первый раз на канал. Смотрите, как говорится, предыдущее видео о моторе Ханкай 9.9. Вот такая вот игрушечка. Вот. Прошел обкатку в бочке. 5 часов накрутил. Из выявленных проблем двигателя. Через 4,5 часа начала пропадать искра на цилиндрах. Начал грешить на блок CDI. Начал разбираться, откручивать, проверять все. И оказалось, китайцы плохо закрепили массовый провод. Он был прикручен под пластиковой катушкой, под нижним винтом, между пластиком и корпусом. Проводок в хорошей термоусадочке, качественная обжимка, то есть кольцо для крепления. Но площадка под нижним винтом слишком большая. Соответственно, через пластик, через термоусадку было пропадание контакта. Восстановил, все нормально. Померил компрессию. Как это делается, я думаю, вам нет необходимости показывать. Вы это сами прекрасно знаете. Компрессия через 4,5 часа работы было по 9. Настроил угол опережения зажигания при наличии стробоскопа. Нанес метки на маховик, по ВМТ выставил угол зажигания. Угол зажигания был нулевой. Выставил угол зажигания, получилось как положено по мануалу Тахацу. 2,5 градуса на холостом ходу, 26 на максимальном. Изначально заводские установки 0. Переделал шланги по образу и подобию Тахацу, но пока еще не вставил клапана, потому что клапана не приобрел. Теперь в профилактических целях вскрыл помпу, проверил. При разборке выяснился один маленький нюанс, что вот это уплотнение, вот я показываю пальчиком, уплотнение трубки системы охлаждения не было установлено в корпус помпы, а болталось на трубке. Хотя контролька была хорошая и в принципе двигатель не перегревался. Но вылезло то вылезло. Соответственно, все было установлено на место. Крыльчатка, как оказалось, китайцы почему-то навертели ее в другую сторону. Не по ходу движения. Как бы это странно ни звучало. Видать, при установке вал крутанули не в ту сторону. Крыльчатку поставил как положено. Следующее. Сделал небольшую доработку. Ой, поднимаем мотор. При обкатке мне не понравилось, что из-под этого колпака со всех сторон летит выхлоп с водой. То есть то, что сливается из головки с подмешиванием выхлопных газов, летит во все стороны. Мне это очень сильно не понравилось. Я сделал небольшую доработочку. В корпусе снял колпачок, нарезал резьбу, завернул трубочку алюминиевую, вывел это все наружу, чтобы у меня не лилось под колпак. Мелочь, а приятно. Еще, конечно, не заводил, но я думаю, проблем не будет, потому что там прямое отверстие. И никаких эксцессов не возникает. Ну а сейчас помазали все, установили все. Будем собирать, ставить редуктор на место. Я думаю, рассказывать про то, что как и показывать, как этого полон YouTube, я думаю, особо не буду.
Вот такие вот небольшие доделки через 5 часов катания в бочке я произвел собственными руками. Ну а вы, друзья, как говорится, чтобы долго не отнимать ваше время, не показывать все эти нюансы, как говорится, вы можете найти прямые, как говорится, видео о том, как это все делается, как меняется крыльчатка помпы и прочее. Кстати, по крыльчатке рекомендуют, ну, в комментах люди рекомендуют менять крыльчатку помпы сразу. Я посмотрел к самой крыльчатке помпы. Никаких претензий нет. Она находится, резиновая крыльчатка, очень хорошего качества, мягкая, эластичная, относительно упругая. Стоит на латуни. Латуневая втулка. По шпонке, ну, определить сейчас не могу. Как говорится, всего прошло 5 часов, но шпонка без следов коррозии. Идеальная, блестящая, красивая. Оставил ее, не стал ее менять. То есть все хорошо. По качеству деталей на данный момент у меня претензий абсолютно нет. Есть, как говорится, кое-какие мелкие претензии по сборке, но это уже другая история. Как говорится, как и говорят, мотор Ханкай для людей с прямыми руками. То есть, чтобы мотор работал, к нему надо приложить руки. Аккуратно, красиво, как положено. Так что, друзья, ждем уже открытой воды, потому что в бочке катать его дальше бессмысленно. За 5 часов я дошел до средних оборотов под нагрузкой, а бочка больше не дает возможности. Теперь ждем открытой воды. Сегодня у нас 15 февраля. Так что до открытой воды осталось подождать совсем немножко. Где-нибудь в апреле у нас на Урале она откроется. Ставим лайки, дизлайки. Смотрим канал, не переключаемся. Всем добра. Рыбалку любить, на рыбалку ходить. Вот о таких своих небольших доработочках по этому двигателю я вам рассказал.